Это произошло в одном из самых роскошных ресторанов города, месте, где богатые собирались показать не только вкус к еде, но и к власти. В тот вечер зал был полон блеска, звуки живой музыки, запах дорогого вина, шелест платьев. За центральным столом сидел Эдвард Мортон, человек, чье состояние превышало бюджет маленькой страны. Все знали, лучше не переходить ему дорогу. В этот вечер он был особенно раздражен. Сделка, на которую он рассчитывал, сорвалась. Слуги и официанты чувствовали это, двигались осторожно, стараясь не встретиться с ним взглядом. Но одна девушка, простая официантка по имени Лили, по ошибке пролила немного вина на его пиджак. В зале наступила тишина. Лили побледнела, попыталась извиниться, но Эдвард не дал ей сказать ни слова. Он резко встал, схватил бокал и швырнул его об пол. Осколки разлетелись под ноги. Потом ударил. Не сильно, но достаточно, чтобы она пошатнулась и упала. Шок был полным. Никто не осмелился вмешаться. Люди опустили глаза, делая вид, что ничего не видят. Только один мужчина, сидевший у дальнего окна, медленно поднялся. Его знали немногие, но охрана сразу насторожилась. Это был Уильям Картер, миллиардер, о котором ходили легенды. Говорили, он начинал с нуля, и что у него было больше власти, чем у самого Матрона. Он подошел к Лили, помог ей подняться и посмотрел прямо на Эдварда. В его взгляде не было ярости, только холод. Зал затаил дыхание. Молча он снял со своего пиджака дорогие запонки и бросил их на стол перед Эдвардом. Потом достал чековую книжку, что-то написал и передал Лили. «Это компенсация за все, что ты пережила здесь», — сказал он спокойно. «И еще, за новую жизнь». Сумма, написанная на чеке, заставила Эдварда побледнеть. Там были 6 нулей. Потом Уильям повернулся к Эдварду и тихо произнес: «Деньги не делают человека великим. Только то, как он обращается с теми, кто слабее». Он ушел, а вслед за ним почти весь зал. Эдвард остался один, стоя среди осколков стекла и собственного позора. На следующий день все газеты писали только об этом. Репутация Матрона была уничтожена. Его компании начали терять инвесторов, контракты срывались один за другим. А Лили уехала из города. Через несколько лет о ней заговорили снова, как о владелице сети кафе «Лилиас Хоуп», в которую вложился сам Уильям Картер. Она никогда не вспоминала тот вечер с ненавистью, только с благодарностью, ведь именно тогда ее жизнь началась заново. А в высших кругах до сих пор шепчут, что после этого случая ни один богач больше не посмел поднять руку на тех, кто служит им за столом.